Так, мы рады вас приветствовать на канале Too Much Красиво. Здесь мы говорим о красоте, моде и стиле. Сегодня мы побеседуем с чудесным человеком, нашей подругой и коллегой по съемкам Екатериной. Катя фотограф, сейчас живет в другой стране, и у нас сегодня разговоры о насущном, наболевшем и о чудесном, о том, чем мы занимаемся регулярно. И сегодня поговорим о подводных камнях. Катюш, приветики! Привет, Илья, привет, Настя. Давай немножечко, надо, наверное, познакомить, чем ты вообще занимаешься, что ты делаешь и что сегодня привело тебя в этот чудесный разговор с нами. Чем я занимаюсь? Я, как ты уже сказал, в том числе занимаюсь фотосъемками. Фотосъемками, скажем так, не совсем коммерческими. Бывают коммерческие, но это дополнительная опция в моей жизни. Чаще это съемки концептуальные больше. И, соответственно, не раз мы с тобой работали совместно на интересных проектах. Мне кажется, они были очень интересными и очень продуктивными. И продуктивность, собственно, особенно визуальной составляющей, да, качество того, что получалось на выходе, для меня на 70% минимум зависит именно от того, что существует то самое взаимодействие наше с тобой, существовало в плане стилистики и, ну, в нашем случае еще, наверное, какой-то общности взглядов на то, какой должен получиться результат. Собственно, если нужно еще что-то о себе сказать, я просто на всякий случай добавлю, что я вообще художник-дизайнер, поэтому болезненное отношение к красоте, оно у меня гораздо дальше фотографии идет в моей жизни, и оно действительно болезненное. Я с трудом воспринимаю, когда люди недостаточно профессионально делают свою работу в аспекте именно эстетики, потому что эстетика — это ключевая история в любом креативном ремесле, в любом. И основы, они везде должны проявляться. Основы, которые заложены в художественности, так скажем. Поэтому, да, очень здорово, что мы сегодня собрались поговорить о том, что же такое прикладное применение этой самой художественности к вполне осязаемым, а иногда и, прости господи, оплачиваемым проектам. Вот так. Ну, прекрасно. Обобщим. Я думаю, мы поговорим о профессионализме в индустрии фотографии, стилизации, съемок, где проходит та тонкая грань между творчеством и, собственно, реализацией этого творчества, особенно когда это выходит на коммерческую основу, а не когда это творчество ради творчества. Вот, и это, наверное, очень такой важный момент работать, особенно когда это коммерция, работать с профессионалами и нарабатывать это видение и воспитывать в том числе видение прекрасного в тех людях, с которыми ты работаешь. Потому что когда мы уже сотрудничаем с теми людьми, с кем мы знакомы, с кем наши взгляды совпадают, это вполне становится очевидным. А вот когда ты приходишь на съемку первый раз в незнакомую команду в той или иной роли, всегда есть ряд нюансов, на которые ты обращаешь внимание. Я, собственно, в стилизацию пришел из индустрии красоты и непосредственно творения своими руками. Собственно, так мы познакомились с Настей на съемках. Настя визажист, я парикмахер. Так мы начали сотрудничать. И сегодня наше сотрудничество привело к тому, что мы стилизуем большие проекты уже фактически как художники по гриму, художники по костюму, сильно масштабируя вообще свою деятельность, то, чем мы занимаемся. Но изначально это бьюти-индустрия, с которой мы начинали, и, собственно, приходя на съемки, видели это. На сегодняшний день тоже так бывает, что мы работаем, например, только в одной из ролей. Можно обратить внимание, как работает оставшаяся команда, будь то художники, собственно, либо по гриму, либо те же стилисты, которые приходят. И это далеко не всегда соответствует качеству заявленному.
как бы нам, конечно, проще собирать самим команду, знать, с кем мы работаем, и это, ну, всегда классное сотрудничество, но не всегда бывает так, а есть есть продюсеры, которые собирают, есть, в принципе, когда заказчик собирает просто тех людей, с кем ему комфортно, и потом это получается какой-то вот такой кубик-рубик. И, ну, всегда это немножечко такой сюрприз, когда ты работаешь в новой команде. Да, к сожалению, это невозможно отменить, потому что это издержка уже своей профессиональной деятельности и такой личный перфекционизм. Это то, на что вот мы не можем это отключить и не обращать внимания. То есть это всегда попадает как-то вот на глаза, и внутри возникают какие-то споры, например, а вопросов, ну, зачастую бывает много. Вот. Ну, да, ну, тут момент, конечно, подстройки происходит, особенно когда там работаешь с новой командой. То есть ты приходишь, там команда, ну вот у нас недавний был проект, была команда гримеров, которую не мы собирали, приглашали, и мы со своей стороны там произвели подготовительную работу, продумали все референсы, в том числе по макияжам, волосам, а вот со стороны грим-команды не было проделано этой работы, и это было, ну, таким, как бы прям, ну, картинка была не цельная. Да, тут очень важно отметить, что, ну вот, Илья сказал про цельную картинку, как бы, ну, как я считаю, что это в рамках такой идеи изначальной от художников по костюмам, да, когда мы продумываем образы в целом, да, то есть нам там режиссер либо заказчик ставит свое ТЗ, свою задачу, что им вообще нужно, про что вообще будет идти речь. Мы разрабатываем концепцию костюма того или иного запроса, ну, это может быть все, что угодно, вот, ну и как бы продумываем картинку в целом, конечно, и учитывая декор, который, возможно, будет тоже принимать участие, там это обсуждается уже с командами реквизита, художников, постановщиков, вот, и продумываем каждую деталь, и, собственно, ну, не отменить грим, и когда мы столкнулись с этой ситуацией, конечно, был вопрос огромный, что почему с нашей стороны, да, проделана была такая всеобъемлющая подготовка, при том, что от гримеров тоже поступили в тот момент референсы, и вроде бы более-менее на картинке это было окей, ну а уже вживую это абсолютно не соответствовало, и не всегда гримеры готовы идти навстречу, и как бы у нас одна общая цель сделать классно, красиво, качественно в рамках концепции, но это себя не оправдывает. Вот. Не все команды готовы идти вот в какое-то такое общее сплочение и единение. Ну, когда уже говорит, вероятно, эго. Вот. Ну, и про это, наверное, тоже стоит, да, поговорить про какое-то такое единение, общую цель, концепцию и так далее. Ну, если позволите, да, я просто скажу, как человек глубоко креативного, профессионального тернистого пути, волею судеб и низких бюджетов, я достаточно часто должна была проработать ту самую концепцию, о которой вы говорите, вот этими вот мозгами, вот этими руками. И для меня удивительно слышать, что в проектах, на которых работает большое количество людей, которые действительно финансово достаточно затратные, и в которых есть вот эта иерархия, которая должна быть вся под человеком, который эту концепцию придумал. Для меня удивительно слышать, что это не работает. То есть для меня, для человека, который как раз эту изначальную идею сгенерировал, было бы логичным проследить за каждым звеном и на своих мудбордах аккумулировать то, что эти люди разрабатывают. Для меня крайне странно слышать, что в принципе такая ситуация возможна, потому что, ну а кто, простите, тогда пропустил этот момент? Ну, вы, как художники по костюмам, или стилисты, или люди, которые занимаются именно декорациями, не должны напрямую взаимодействовать с гримерами и с каждым отдельным другим звеном. Это испорченный телефон. Общие чаты, к сожалению, здесь не помогут.
И это странно, это большая проблема на самом деле. Я прекрасно понимаю ваше негодование, потому что это действительно большая проблема. Мне не очень понятно, как это вообще работает. Слушай, ну тут может быть такое, что бывают разные сроки, да. В рамках нашей истории, нашего проекта сроки были достаточны, чтобы на каких-то общих зумах, да, всю эту историю пройтись, такую сделать некоторую читку, да, и по каждому этапу, по каждому шагу все обговорить. Но там уже вот как раз такой неотъемлемая часть продюсирования, если мы берем, ну, как бы продюсеры, конечно, могут делать и какие-то локальные съемки, у нас это было больше, чем локально, то есть такое было глобальное мероприятие. Вот, и как раз-таки, тем более уж в рамках глобального мероприятия эта история должна была быть качественно спродюсирована. Там работала девушка-режиссер, которая, да, всю эту историю придумывала, продумывала, и которой в целом было окей, ну, как бы был окей такой подход со стороны гримеров. Наверное, еще такой момент, ну, имеет значение, ну, как бы в рамках вот этого проекта, если мы за него зацепились, вокруг него ходим, что, ну, как бы финальным заказчиком был ок. Ну, то есть, типа, им ок, всем ок, ну, как бы со стороны это не видно, это только вот внутренний какой-то перфекционизм, что зная, как это можно сделать качественно, лучше и выше, и, ну, как бы по-другому, оценивая там свои возможности и способности, можно как бы понять, как это могло быть, когда это было бы вот прям вау. Как бы, а всех остальных, ну, как бы их устраивает такой вот, ну, типа, им ок, ну, как бы, ну, ок, каждый пришел, каждый заработал, каждый положил себе там эту денежку в карман и ушли, ну, как бы, с каким-то бэкграундом. Ну да, это такое вот, типа, отработать ради того, чтобы отработать, для нас это выглядит как самодеятельность такая художественная. Ну, типа, а мы как бы выходим и глобальнее этого, то есть наше видение глобальнее этого. Вот, поэтому всегда хочется идеальности. Это мы сейчас подойдем еще к обсуждению, видимо, максимально глобальной проблемы, озвучим ее, потому что, к сожалению, уровень как раз того самого профессионализма, то, о чем вы говорите, ощущение самодеятельности, оно рождается именно там, где люди на самом деле до конца не понимают, в чем заключается профессионализм в их конкретной деятельности. Ну, правильно? Мы... Знаешь, вот Ну, мы можем просто с вами прям переключиться буквально по каким-то ключевым аспектам это обсудить, да, так как вот с нашей стороны это выглядит. Ну, ведь что такое гримеры, допустим, недостаточно хорошо сработали? Это значит, что у гримеров, вероятнее всего, не хватает бэкграунда и насмотренности на то, чтобы в конкретных стилистических условиях сработать грамотно, правильно? Почему у них не хватает бэкграунда? Ну, это вопрос философский. У кого-то желания не хватает, у кого-то, может быть, еще пока опыта не хватает. Возможны варианты. Или Хотя просто вкусовщина. вкусовщина вкусовщины, но как раз то, что я сказала витиевато в начале, это вот та самая базис художественности, он нарабатывается. Он иногда бывает врожденным, ощущение прекрасного, но он точно так же нарабатывается. И вопрос того, на что мы смотрим. Контекст контента, который усиленно пропихивают нам повсеместно во всех абсолютно соцсетях и СМИ, он по уровню художественности, но, откровенно сказать, довольно низок в большинстве случаев. Ну, тут ты просто нажимаешь на больные мозоли и У меня те же мозоли. тут прям очень за живое, ну, как бы, там, типа, у меня хорошее образование в той сфере, которой я занимаюсь, то есть оно, типа, фундаментально хорошее. То есть, ну, типа, не просто проходное, а, ну, как бы на очень высоком уровне с там, изучением истории, там, будь то история в волосах, причесок, там, ну, как бы всех времен, когда ты подробно изучаешь, что было тогда, какие тренды, когда... Ну, то есть, с течением времени это, конечно, меняется. Когда у тебя поверхностные знания только на уровне того, что сейчас актуально, или, ну, может быть, и не очень актуально, когда это немножечко закостеневает, и типа, человек учится делать что-то одно и не расширяет свой кругозор, и не расширяет спектр своих услуг и своих возможностей, и это как бы, ну, узость взгляда.
и невозможность взглянуть, ну, чуть дальше, чуть шире. Когда ты, в принципе, хорошо знаешь историю, понимаешь вообще, ну, как бы тренды, что они, оказываются, очень меняются, они очень быстротечны, и нужно научиться не делать что-то трендовое одно, а научиться хорошо делать. Это не значит, что научиться хорошо делать все, это, ну, как бы невозможно. Но хотя бы понимать, ну, не знаю, сейчас, конечно, не поймаю сам себя, Основы стиля но образования ты, наверное, имеешь в виду. Сами вот эти вот а, тот остров, ну, на котором все это крутится. ну, по факту, да, то есть ты можешь одной деталью очень круто отобразить дух времени, и это вот будет прям вот, ну, как бы прям одним каким-то моментом, и ты, ну, будешь там на одном языке с другими говорить, и вот если это будет точное попадение, оно будет актуально и нынешнему времени, может быть актуально той стилизации, которую пытаешься ты передать, потому что, естественно, воссоздать это невозможно, ну, физически. Но если ты, ну, как бы понимаешь, и вот, ну, как бы ты можешь, ну, как бы одной вот прям, ну, не мимолетной какой-то частью очень четко дать понять вообще, там, не знаю, передачи цвета, да, то есть, ну, как бы все мы понимаем, например, когда сейчас трендовые становятся вот фотографии в стиле там 90-х, начала нулевых, вот, и ты как бы прям хорошо понимаешь, о чем идет речь, что это там пленочный фотоаппарат, что это определенная такая цветопередача, легкий такой пыльный, как бы, ну, как бы, типа, налет изображений, и ты как бы четко понимаешь, что вообще имеется в виду. И даже если мы возьмем какую-то суперсовременную там, стилизацию, говоря о нашей работе, передав через такой кадр, оно будет уже выглядеть совершенно иначе. И ты будешь, ну, как бы немножечко замешкиваться в этом моменте, вообще, про что это и когда был сделан этот кадр. Ну, со мной можно не согласиться. Как с этим можно не согласиться? Все так и есть. Все так и есть. Просто когда мы говорим про сложно сочиненные проекты, да, в которых участвует много народу, ну или хотя бы не так много, боже мой, даже в работе стилиста и фотографа могут возникнуть определенные сложности, когда, ну, самое очевидное, у них не совпадают взгляды, самое неочевидное, у них не совпадает бэкграунд. Моя личная боль — это стилизованные фотографии в стиле, скажем так, в стиле — это неправильно в данном случае, ну, будет мягко, в стиле Пинтереста. Ну, вы меня простите все, но, к сожалению, это бросается в глаза, потому что Pinterest — это выжимка трендов, выжимка очень-очень узкая, и очень многие просто берут это как референсы и стараются скопировать. И по итогу получается какая-то невнятная абсолютно история. Мало того, что это повтор, то есть, ну, их сразу видно, что это, если ты хоть раз заходил на Pinterest, ты поймешь, откуда это взято. Вот. А во-вторых, потому что это очень и очень плоско. И можно ли вообще, в принципе, считать себя стилистом, если ты считаешь, что собрать картинку из ленты актуального — это стилизация? Ну, на мой взгляд, нет. Потому что стилизация — это как раз умение с пониманием кадра, с пониманием концепции сделать так, чтобы финальный продукт отличался и о чем-то заявлял. Но, на мой взгляд, для стилиста, чтобы так качественно отработать, важно в каждую свою съемку, даже если вдохновение изначально действительно пришло, там, например, из Пинтереста, да, какая-то вот съемка вдохновила там всю команду, и вот они решили это воплотить. Заложить такую некоторую историю, чтобы, опять же, это была не съемка ради съемки, типа вот мы нарядили, поставили в кадр, все. То есть в этом должна быть такая какая-то энергетическая нотка и именно создание такой некоторой истории. Возможно, продумать этого героя, чтобы это не просто была модель в кадре, ну, конечно, если мы берем лукбук для бренда, да даже если взять лукбук для бренда, все равно, ну, вот
как бы, когда работала я, мной лично закладывалась такая некоторая история этого героя. Вот. Даже если мы продаем там одежду, неважно, этот дух, он передается. И это очень важно, мне кажется, вот в рамках такой, ну, постановки по референсу с Pinterest закладывать. Вот. Безусловно. И второе, наверное, это какой-то личный почерк, который ты добавляешь как стилист. То есть, да, ты можешь вдохновиться. Считаю. Я обожаю Pinterest. Это та самая платформа, где я очень часто черпаю вдохновение. У меня лента моих фотографий состоит из кучи скринов, у меня куча разных досок для вдохновения. Это прям, ну, такое, ну, как бы, можно, конечно, осуждать, но как бы я считаю, что это важно очень для наработки, ну, как бы насмотренности, и Pinterest для этого очень хорошая площадка, особенно ну, как бы в сегодняшних реалиях. То есть, ну, как бы тормозящий запрещенный грант, это как бы, ну, так себе платформа становится на сегодняшний день. С Pinterest все как бы окей. Вот, но это очень круто увеличивает насмотренность, и как бы иногда можно подсмотреть и, ну, как бы даже, наверное, где-то и списать. Для какого-то повседневного контента, ну, наверное, Если, ну, как бы, типа, для ленты, которую ты выстраиваешь, там, какие-то фрагменты, детальки, это очень круто, ну, посмотреть, когда ты, ну, такой, типа, блин, да вроде что там кажется, типа, все обычно, а ты такой смотришь, какие вообще могут быть классные детальки, моменты, фрагменты твоей окружающей повседневности, мне в этом, ну, реально помогает Pinterest. А вот, ну, если говорить о высокохудожественной, сложно сочиненной фотографии, конечно, она должна быть уникальной, ну, именно если брать такие. Если это просто, типа, ну, организация съемки, чтобы сделать кадр, как в Pinterest, ну, типа, давайте мы поставим свет, давайте мы поставим, вызовем фотографа, давайте еще вот видеографа поставим, для того, чтобы сделать один как бы случайный кадр, но это маразм. Ну, Об этом бы, я и говорю. Да. Ну, это типа, это случайный кадр, сделан на телефон. Ты его хоть 200 раз попытаешься повторить, это вот, ну, как бы всегда видно, когда есть у человека вот это художественное видение, он это просто снял на телефон, и это получилось очень хорошо. А другой вопрос, когда это воссоздали вот эту вот атмосферу специальной съемки, он не художественный, случайный, он, ну, уже превращается вот в съемку. И вокруг этого становится очень много, ну, как раз вот этих профанаций, и как бы ты думаешь, блядь, ну ни ума, ни фантазии. Я об этом, собственно, я именно это имела в виду. Я не против Пинтереста, все мы там бываем, это норм. Я когда училась еще в институте, собственно, прости господи, архитектурном у меня был факультет, нас учили работать с мудбордами, нас учили работать на тот момент еще с журналами, тогда Пинтереста еще не было. И смысл этой работы заключается в том, чтобы создать для себя некий ореол такой, некую такую визуальный такой вакуум, внутри которого у тебя рождаются идеи, да. То есть, если мы что-то оттуда берем, то это буквально такие намеки, крупицы. Так с этим принято работать. Грубо говоря, можно же взять картинки и сказать: я построю дом вот из точно такого же кирпича, вот я еще сделаю точно такие же окна, только у меня будет совершенно другая вообще среда, у меня абсолютно другой участок, другой ландшафт, другой климат, но я хочу, чтобы было вот именно вот такой вот вид из окна, поэтому у меня в интерьере будет остекление в 6 метров, при том, что дом у нас в Сибири, да. Ну, есть вещи несовместимые, то есть мы не берем конкретные вещи, когда мы работаем с референсами, в том-то и дело. Это тоже вопрос профессионализма. Я считаю, что это очень показательно. Любой человек, который прошел какую-то вменяемую школу, умеет работать с референсами, потому что копировать референс, ну, это, мягко сказать, не камильфо для профессионального эго. Правильно? Нам всем хочется сделать то, чего мы еще, в общем-то, не видели. Вдохновиться – это одно, а повторить – это совсем другое. Говоря о мудбордах, мы решили вообще сделать отдельную рубрику у себя в социальных сетях, такую как мудборд, потому что это как отдельный вид искусства. Вот. Мы сделали такую прям рубрику, сейчас она у нас такая пока сыроватая, но как бы мудборд это вот, ну, прям
такая очень крутая для меня была и идея, задумка вообще реализовать этот такой, ну, типа мини-проект и рубрику, потому что к любой съемке мы готовимся тем или иным образом, к любому проекту, собираем там референсы, образы, то, что нас вдохновляет под создание, ну, как бы того или иного там, мероприятия, съемки, будь то клип или что-то такое. И всегда интересно посмотреть, что стоит за этим финальным кадром, потому что, ввиду как раз работы в команде, есть вот наша часть работы, как мы отрабатываем, и всегда интересно посмотреть, как мы это смогли воплотить. И вот так появилась идея показывать мудборды. Рубрика Да. «1001 вопрос». 1001 вопрос, и все синхронно. Нам надо. Итак, каждому из нас нужно, во-первых, высказаться, что бесит. Во-вторых, что важно, на что обратить внимание вообще. Мы работаем в любом случае с людьми. У нас такая деятельность, что предполагает, что мы работаем с людьми. Работаем с другими идеями. Может быть, у нас что-то родится такое, что будет помогать в дальнейшем и нам взаимодействовать с другими, и другим, может быть, как-то взаимодействовать с нами, делать жизнь нашу качественно лучше, выводить на новый уровень. И вот к этому говоря, Катя, хотим тебе задать вопрос. Для тебя какие ключевые идентификаторы классной, качественной, хорошей работы стилиста, чтобы вот так вот подытожить? Но смотрите, помимо всего вышесказанного, на самом деле очень важно, чтобы человек, стилизуя съемку, четко понимал специфику этой съемки. Это первое. То есть мы уже косвенно... мы косвенно об этом уже тоже сказали, что есть огромная разница между коммерческими съемками и частными, например, съемками. И на частных съемках точно так же может работать стилист, и должен, я считаю, потому что это очень сильно облегчает работу. Я на всякий случай скажу всем возможным слушателям, клиентам потенциальным, а также и фотографам, которые, может, пренебрегают работой со стилистом, потому что это дополнительные деньги. Вы зря это делаете, потому что наличие стилиста на площадке лишает вас множества таких проблем, как наблюдение за состоянием одежды у модели, наблюдение за состояниями волос у модели. Вы просто делаете свою работу, а люди следят за своей, я это так назову. Это очень увеличивает продуктивность, особенно если у вас достаточное количество смен образов за время фотосессии. И плюс еще сам человек в кадре, он, вот если, заказчик и модель это один человек, физически невозможно уследить, как на тебе, сидит та или иная вещь. Модели не будет следить, за этим следит фотограф, потому что фотограф все это видит у себя уже непосредственно в кадре и начинает бегать туда-сюда, 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 вот это вот, а давай мы тебе здесь поправим. Это уже когда, это и из Швеции же нет людей в Греции, это очень странно. И тут, мне кажется, как раз-таки... Да-да, поговори. Да, что это как раз-таки тема, вот она такая глобальная, это то, что сильно бесит меня, конечно, это вопрос экономии. Это вопрос каких-то бюджетов, которые зажимают, либо считают, что это абсолютно там себя не оправдывает, нет какого-то понимания, представления, куда и на что, и вообще зачем это нужно. И вот это вот мне непонятно, и это прям реально бесит. Да, действительно. Я продолжу. Вы меня спросили, как это, в чем индикаторы. Так вот, дело в том, что когда на съемках есть хороший стилист, он прекрасно понимает, если у нас частные съемки, например, да, он не только заранее продумал, как выигрышно показать данного конкретного человека, потому что, что скрывать, правильно подобранная одежда и правильно подобранный макияж, и даже правильно подобранная прическа, как это ни странно, очень сильно упрощает, не скажу работу этой модели, которая может быть непрофессиональной в кадре, а скорее упрощает ее расположение в кадре даже для фотографа, потому что чем не комплементарнее все вышеперечисленное, тем сложнее сделать комплементарный кадр.
Ну, объективно. Если мы подчеркнули все изъяны модели, нужно очень постараться, чтобы в каждом кадре сделать из нее действительно конфетку. Если это не профессиональная модель, с этим могут быть проблемы, потому что у непрофессиональной модели всегда есть определенные нюансы. Я сейчас ни в коем случае не говорю ни про ее комплекцию, ни про ее параметры. Я говорю просто про то, что чаще всего профессиональные модели — это очень проработанное и подготовленное тело, волосы, лицо под ежедневные съемки. А непрофессиональная модель — это всегда нюансы живого человека. Они есть у всех. И эти нюансы, с ними нужно уметь работать. Плюс есть такая очень важная вещь, неочевидная, наверное, для многих. Это создание правильной цветовой температуры в кадре. Например, есть несколько путей работы. Можно снимать с обычным импульсным светом, который почти всегда довольно холодный, или применять какие-то фильтры уже непосредственно в студии, ну и, соответственно, постпродакшн. Так вот, если фотограф не предупредил стилиста, и у него был какой-то план на постпродакшн, например, или на фильтры, что еще хуже, то несовпадение цветов даже в той же самой одежде, мы пойдем по банальному, цветов в одежде, оно может очень критично отразиться. И стилист, как минимум, наверное, должен задавать эти вопросы. Если фотограф по каким-то причинам ему об этом не рассказал, то на месте стилиста я бы поинтересовалась: фотограф, что в твоей голове? Если это частная съемка, это, скорее всего, в голове у фотографа и больше ни у кого. Если это коммерческая, правда, если это коммерческая съемка, то здесь все гораздо, с одной стороны, сложнее, с другой проще, потому что если нет продюсера, то это гораздо сложнее. Если продюсер есть, то должна быть вот эта единица, о которой мы говорили, которая внутри себя все это аккумулирует. Но опять же, если есть понимание, что мы работаем, допустим, это не студия, в такое-то время суток, мы работаем на открытой местности, мы должны понимать, какой у нас свет, мы должны все понимать, будет ли у нас постпродакшн, меняющий, соответственно, эту цветовую температуру, потому что, например, у нас по задумке в каталоге все должно быть в таких прям солнечных, теплых цветах, но при этом у нас, например, мы продаем какие-нибудь, бирюзовые купальники. Бирюзовые, ладно, синие. Электрик. Как мы будем над этим работать? Есть варианты, их много. Самое очевидное — это поработать именно над сочетанием макияжа, цвета волос, теплых фильтров или рефлекторов, которые теплый тон дают, да, на все это. Потому что что? Потому что у нас главное в такой съемке будут купальники цвета электрик. А общий золотой фон, он должен это подчеркивать, акцентировать. Нам вообще все равно, какая там модель, нам надо продать купальник. Поэтому хороший стилист, он это должен на уровне, не то что, это даже не интуиция, это просто какой-то базис, который просто он должен знать. Если он не знает, как между собой работают цвета, не по этим, как это, господи, слово забыла. Как это называется, веерные, все вот эти раскладки, где можно проверить сочетания, да, которые вот не так, а чуть-чуть глубже можно посмотреть иногда, да? Как сделать нетривиальное сочетание цвета. Это, в принципе, такие прям основы основ, это прям основы основ, то есть правила сочетания цветов, какие будут цвета, опять-таки же, комплементарные, какие не комплементарные. Ну, конечно, но это прям самое банальное, прям must-have. Тут вот появится книжка, которая просто must-have стилистически. Да, просто, пожалуйста, это лучшая книга. Цвет, форма, видение. Да. На самом деле, одно из важных для меня осознаний в профессии было в тот момент, когда
работая на съемках, я понял, что все происходит просто максимально гладко и спокойно, без ярких каких-то вспышек. Ну, единственное, наверное, яркие вспышки, такой, блин, сработало, все классно, все красиво, и это круто, и ты такой, вау. Но когда я был юн, и приходя на съемки, начиналась какая-то суета, ну, конечно, это были какие-то и бесплатные мероприятия, вот. Приходишь на съемки, там какая-то суета происходит, какая-то магия, вот эти вот, что-то, кто-то бегает, суетится, происходит какой-то трэш. Такой, вот, это настоящая съемка, это класс, творчество. Ну, на самом деле нет. Мне было сначала даже немножечко странно приходить на съемки, там все спокойно, размеренно, каждый делает свое дело, каждый приходит как профессионал. И для меня я такой, типа, ой, а оказывается, вот так, когда каждый член команды, каждый участник этого мероприятия отрабатывает просто хорошо и профессионально, все происходит, ну, как бы, спокойно и классно, и ты в результате видишь тот самый результат, который и хотелось получить. И это вопрос подготовки, который становится, ну, очень важным. То есть, когда сейчас, на сегодняшний день ко мне обращаются к каким-то запросам, мы садимся и продумываем как раз мудборд, делаем какие-то созвоны, уделяем этому время, подготовительной работе, там, собираем команду или не собираем команду, уделяем время тому, чтобы, ну, вообще посмотреть, кто с нами будет работать, как, ну, какой стиль, почерк, кто вообще будет модель, блин, какой у нее цвет волос, какое, ну, где будет происходить съемка. То есть ряд нюансов, которые становятся важны, мы их учитываем, прорабатываем, и исходя из всего вышеперечисленного, создаем образ, который будет актуален данному запросу и соответствовать всем, ну, как бы, там, ожиданиям нашим и тому, чего вообще мы хотим показать с помощью этого всего мероприятия. И когда мы приходим на съемку, нам не надо тащить, не знаю, 250 чемоданов всего. Мы приходим в Сочи конкретно. То есть мы можем провести какую-то примерку дополнительно до этого. Но если это не... Ну, есть другой чуть-чуть формат съемок, конечно, когда ты привозишь все, и там, ну, как бы на месте, ну, как бы становится героем. Ну, как бы главный герой — это тот герой, который придет. И ты как бы везешь, зная только размер, и, ну, как бы, вот, не знаю, в каком настроении придет человек, но обычно это какие-то уже звезды или Ну артисты да, то есть достаточно. не все актеры готовы приезжать там на предварительные примерки, Мгм. если это, например, рекламная какая-то кампания, да. Ну, мы не берем сейчас кино, это вообще отдельная история, огромная-огромная сфера другая. Вот. Но с артистами, да, ты Да. как бы работаешь чуть в другом формате. Если ты работаешь, ну, как бы со съемками, когда ты проводишь подготовительную работу, ты как бы приезжаешь подготовленно с минимальным, ну, как бы с минимальным арсеналом заготовленной одежды, с нужного размера, у тебя все заготовлено, ты просто в процессе на перекостюм мало времени тратишь, там, продумываешь вообще логистику этих переодеваний, чтобы они не затрачивали кучу времени. И как бы со своей стороны, ну, проводишь эту работу, и все как бы складывается, ну, максимально комфортно. И для кого не становится проблемой вообще. Никто не замечает там работу стилистов, да. Ну, как бы замечает как хорошую работу, но не то, что типа на час ушли переодеваться, перекрашиваться и прочее. Если как бы логически все продумано и составлено, как бы это очень сильно может сэкономить время, блин, съемки. Потому что, как бы, если мы там сопоставили вообще, как будет выглядеть модель от и до, и там, не знаю, 5 перекостюмов и 5 образов смен, когда там смена макияжа, смена волос, и ты продумываешь, как это сделать максимально логично, чтобы на эту смену уходило 10 минут, а не час. А иногда, ну, как бы некоторые об этом не думают. Сначала там у нас супер зализанные волосы, а в следующем кадре человек, вот, не знаю, вот с таким вот объемом волос. И ты такой, ага, а это должен человек где-то перемыть голову, а в фотостудии нет, негде перемыть голову, и парика нет. И ты такой, ой, а что же сейчас делать? А тут мокрые волосы в геле, которые ты ничего не сделаешь. Или, не знаю, какой-нибудь суперсложный макияж, а в следующем кадре нюд. Сюрприз, что делать? Ну, как бы человек идет смывать, переделывается все. То есть, это как бы сложные технические работы, которые можно избежать, если там, ну, как бы логика мероприятия продумана, как бы обсудили, и это сэкономит всем время. Ну, а бывает, кто-то об этом не беспокоится, и, не знаю, ты там эту свою работу переделываешь все за 10 минут, а потом все ждут, когда произойдет, не знаю, э, смена света, и все ушли покурить, всем как бы такие, ну, типа,
Ты такой, ну, как бы, и Да, зачем было торопиться, в поэтому, принципе? Ну, как бы, если это, конечно, время оплачиваемое, ну, как бы, ну, окей, ну, поэтому, посидим, как правило, подождем. когда мы делаем какие-то зумы, в первую очередь, что мы запрашиваем, это раскадровку от режиссеров, потому что важно познакомиться с каждым этапом и на этапе обсуждения обсудить этот каждый этап, что зачем идет и как быстро и в тайминге сделать перегрим, перекостюм. Вот. Вот, ну, Ну, это и логично, сейчас да. мы, Странно, что это не сейчас, предоставляют все. ну, это не у всех Не у так, всех, конечно, в типа, основном мы с таким не сталкиваемся, но мы сталкивались с разными историями, и этот опыт ну, это был, опять-таки есть, же уже да. опыт, с которым мы приходим, и зная это, то есть мы, задавая вопросы, а, то есть мы, когда задаем вопрос, мы открываем глаза команде вообще, что есть ряд важных моментов, на которые стоит обратить внимание и ну, отработать лучше. Но как бы часто это бывает, ну, как бы, по идее, это не совсем наша работа. Но бывают такие люди, которым, ну, типа, чуть-чуть на это все равно, и такие, да, как-нибудь там, ну, что-то как-то. Тут вопрос именно, как мы привыкли работать и как нам комфортно. Как бы можно такие, ну, отправимся в творческое путешествие, но в моменте это, ну, как бы уровень стресса повышается, конечно. То есть ты на месте пытаешься сварить кашу из топора, и арсенал всего, ну, как бы всего, что ты везешь на площадку, очень сильно увеличивается. А как бы с тем, ну, как бы, как можно расширить арсенал стилиста, это просто едешь там с 10 чемоданами, а не с 2. Мы опять же возвращаемся к исходному нашему вопросу про непрофессионализм. И, кстати, твой рассказ, Илья, про то, что когда ты был моложе, ты кайфовал от хаоса на съемках, и тебе казалось, что так и нужно, а сейчас ты понимаешь, что, в принципе, в отсутствии хаоса и, в общем-то, рождается нормальный продукт, да, то есть конечный. Потому что, как ни крути, мы это все равно потом продаем чаще всего, да, то есть когда мы говорим о таких сложных проектах, мы их продаем. Если мы делаем творческий проект для себя, мы можем там тупить сколько угодно. Ну, по большому счету, да, то есть у нас может быть один план, потом мы его передумали, потом у нас что-то еще возникло, потому что, когда мы работаем в творческих проектах, мы чаще всего ничем, кроме времени, может быть, аренды какого-то помещения, в котором мы находимся, не ограничены. Ну вот, кстати, Тут есть, короче, у нас есть один кейс, да, в который мы заходили именно как в творческую историю, где, типа, нам доверяют все, и сначала это, ну, для нас было, блин, творчество, круто, там, посмотрим, а на деле навешивается под, типа, это творчество, там еще куча всего, типа, а давайте еще вот это, а давайте вот это еще, а давайте вот, и очень жесткие рамки приобретает это, и мы такие, ну, тут творчество переходит в коммерцию, и тут, ну, как бы, важно не, ну, типа, творчество творчеством, ну, то есть, когда, ну, типа, блин, мы можем там творчество это посоображать. чисто для себя, ну вот для себя Да. или для своего какого-то близкого друга. Мы это уже выяснили, потому что у нас есть кейс крутой творческой съемки для нашей подруги, и тогда, когда действительно нам все доверились и все, и ну, никто не лез там к нам с какими-то советами, с вопросами, в общем, вот, мы вам доверяем, все, мы все делаем от и до, и все выходит идеально. А когда это все вуалируется, да, под вот вроде бы какое-то такое творчество с перспективами выхода на площадку. Это, к Ну ладно. сожалению, ТФП и низкие бюджеты, да, то есть как только вылезают какие-то перспективы этого, ты правильно сказала, творчество возможно только для себя или для близких людей. Это, ну, просто потому, что вы изначально не рассчитываете на это, на конечный продукт, как на что-то даже потенциально приносящее хоть какую-то выгоду. Даже потенциально. Даже пусть получится, не получится, вообще не важно. Я больше скажу, даже если, допустим, кто-то снимает для каких-то конкурсов, например, да, это тоже не творчество, потому что, думая про конкурс, любая страна в любом случае готовится к какому-то конкретному просмотру этих работ. А значит, в голове есть четкое понимание, что зайдет, что нет, Мгм. что актуально, что не актуально. Это не творчество. Творчество – это когда пошли, пойдем.
Есть идеи, которые давно хотелось воплотить? У меня есть. У меня тоже есть. Пошли, попробуем, замиксуем. Но это, опять же, работает только когда люди на одном языке разговаривают, потому что даже в таком миксе, скорее всего, получится что-то интересное. Но родится в любом случае что-то третье. Да, да. Но это как, у меня бывают такие ситуации. Я вот недавно снимала девушку, я просто ее когда увидела, я сюда когда приехала, еще вообще не было знакомых, буквально пару человек, и я у одного из них спросила, говорю, может быть, есть какие-то знакомые девочки, которые хотят ТФП посниматься, потому что просто, чтобы не сидеть без дела мне. И он мне скинул нескольких человек, и я на одну посмотрела, думаю, вот это мой случай. Ну, просто, то есть она впишется в любую вот мою концепцию именно. То есть то, как я снимаю, любой кадр, она будет в нем хорошо смотреться. Что бы она ни надела, что бы ни было, потому что ее лицо, ее образ вписывается в ту эстетику, которую я выдаю, скажем так, по дефолту. В общем, собственно, эта последняя съемка моя, она как раз является примером настоящего творчества, которое иногда мы делаем ради того, чтобы просто поэкспериментировать. Просто поэкспериментировать, почему нет? Как-то так. Поэтому все-таки еще раз, наверное, стоит подчеркнуть, что большая разница между разными типами съемок, и все-таки чем больше команда, тем важнее наличие человека, который за всем этим стоит, да, следит и аккумулирует около себя все эти вещи. Тут важным становится именно вопрос коммуникации между разными, как это называется? Департаментами красоты, там, стиля, команд. Вот, кто-то отвечает. В любом случае, должна эта коммуникация состояться или там в начале всего этого мероприятия, и это не всегда должно быть прям очень задорого или какой-то раздутый бюджет на эту команду, но очень важным является вообще вот этот момент как бы договоренности и того, что в итоге должно получиться, потому что, например, режиссер хочет увидеть одно, стилист увидеть другое, там парикмахер начинает свое там что-то вносить, визажист еще что-то, каждый хочет показать, какой он молодец и как хорошо он может делать свою работу, а вот именно вот это элементы сплоченности, даже при условии того, что это там каждый профессионал на каждой из ступеней, иногда не хватает. И то есть вроде бы все профессионалы собрались, каждый молодец своего дела, а на деле финальная картинка может не быть не классной. То есть все по отдельности может быть хорошим, а финально ты смотришь, и получается какая-то интересная ситуация. Я видел такие результаты, там в одежде даже так бывает, когда я делаю платье красивое, и шуба у меня, и украшения, и прическа, и макияж, и туфли роскошные. Ты смотришь, а суммарно это выглядит как лютый трэш. И все. А еще извини, я включусь в этот момент, потому что суммарно может еще оказаться, что ни шубу, ни платье, ни украшения вы не рекламировали, а, например, вы рекламировали сумочку, а она там уже и нет сумочки как бы во всем этом шуме. Да, как бы красиво. Вот, и тут важно вообще понять, зачем это делать. Не знаю, вот с украшениями, да, например, съемки с украшениями, когда снимаются украшения, а их нет. Очень часто бывает. Да. Вот у меня есть лицо, красиво, все, макияж, прическа. Это вопрос продюсирования, потому что всю эту историю, как правило, подготавливает продюсер. Как раз-таки возвращаясь к нашей теме мудбордов и референсов. Да, но бывает, что если бюджет невысок, продюсера нет, есть фотограф, модель и стилист. Угу. Уже неплохо. Уже неплохо, но стилист должен все-таки, наверное, помнить про то, что он продает украшения. В этот момент, на плечи стилиста ложится ряд задач, да, или хотя бы рекомендаций, вот так это, хотелось бы увидеть, и на что важно обратить внимание, фотографу об этом сказать, что вообще спросить, какая там будет цветокоррекция или не будет, какой-то вот элемент дополнительной коммуникации. Конечно, во всех реалиях это, наверное, сложно как-то, но хотя бы в моменте наладить вот этот
connect, да, чтобы в итоге получился хороший контент, ну, очень важный момент. И, конечно же, предварительная подготовка, потому что если мы исключаем из этой истории продюсера, да, который будет объединять историю, тут должны включаться не только стилисты со своими, да, там, референсами, мудбордами и так далее, типа вот мы это видим так, но и фотограф также, он должен обязательно прислать те кадры, которые он себе представляет, макро, там, ну, украшения, да, мы взяли в пример, там, руки, уши, шея, там, и так далее, чтобы стилист понимал, а какие кадры будут. Да, я как раз... Это абсолютно точно. Я как раз хотела добавить, что ракурсы, которые, казалось бы, если мы говорим про украшения, лежат на поверхности, потому что они в основном мы делаем именно крупный план, да, под украшения, но это на самом деле не обязательно. Если мы снимаем, допустим, сет, то мы можем снимать средний план хотя бы, да, но не все детали, которые стилист добавил в этот момент в съемку, ему кажется, что он сделал красиво, он поддержал настроение съемки, например, да, то есть какие-то детали декора, там уже декорации именно пошли, аксессуары, не знаю, там, ну, не мебель, но вы понимаете, о чем я говорю, не только одежда, не только на модели, но и вокруг. И вот уже вот эти все мелочи создают информационный шум на фотографии на финальной, которая разобьет впечатление и в которой украшения просто затеряются. Но если мы говорим про такие мелочи, любые мелкие предметы, которые нам нужно продать, затеряются. И надо понимать, что не все можно исправить в постпродакшн. Не все. Постпродакшн должен быть таким, чтобы все сводилось по факту к цветокоррекции. Если мы не говорим какие-то спецэффекты, но спецэффектов в коммерческих съемках практически не бывает, за редчайшим исключением. Да, можно я такую важную деталь добавлю, что там, собирая команды на подобные съемки, даже если это делает не продюсер, а, например, это небольшой бюджет, это делает там фотограф, он выбирает модель заказчиком, да, и они выбирают стилиста. Я так скажу, что не все стилисты умеют делать коммерческие съемки. Это прям важно обозначить. То есть у каждого есть своя ниша. Да, каждый очень важное замечание. Даже те, кто пытается это делать, объективно не справляется с этим и не продает это. Тут это очень важный момент и очень важный нюанс, что тот, кто может переодеть, например, человека, это там, какой-то частный, там, да, например, клиент, заказчик, просто сделать фотосессию красивую или, там, не знаю, переодеть, разобрать гардероб или что-то там стилизовать, какую-то просто съемку. Но не факт, что этот стилист работает именно с коммерческой такой модной историей, которая нацелена на продать тот или иной предмет. Одежда, украшения или там обувь, сумки. Да, абсолютно точно, соглашусь. Тут еще, ну, например, в таких съемках, о которых говорила ты, важным становится момент того, что вообще просмотреть, как это выглядит в кадре. Ну, то есть одно дело – это картинка, которую мы видим на площадке, а второй вопрос абсолютно другое, что у фотографа вот на этом маленьком экранчике или не на маленьком экранчике, потому что иногда, ну, как бы ты видишь, ну, я как стилист, ну, вот стою на площадке, вижу все поле, и мне кажется, блин, класс, как красиво мы сделали. А в кадре может быть вообще по-другому. То есть объектив может повлиять, освещение, ряд моментов, которые влияют на изображение, и в кадре может быть совсем другая картинка, или там даже ракурс может чуть-чуть отличаться. И важно свой, ну, как бы взгляд сократить именно до того, что будет в кадре в этот момент, а не то, что мы видим целиком. И, ну, это как бы тоже могут быть разные картинки, как минимум. Вот. И относительно стилизации действительно есть много разных направлений, и ну, там, даже мы часто сталкивались с тем, что одно дело одеть даже одного человека хорошо, а когда в кадре, например, становится 2-3 или больше людей, то есть у нас была вот съемка, когда надо было одеть 30 человек в кадре, чтобы они выглядели не в одной одежде, но в одной там стилистике или в одной цветовой гамме, чтобы суммарно они выглядели все между собой комплементарно и круто в этом там свете.
А оказывается, что далеко не все могут одеть, ну, как бы, одного-двух, да, а вот команду людей одеть, чтобы это все между собой как-то заиграло каким-то волшебным магическим образом, и это совсем другая история, как бы для этого тоже, ну, как бы, ну, не все за это и возьмутся. То есть это такая интересная сфера, когда это, ну, массовая стилизация. Тоже, ну, как нюансик. Ну, нюансик, потому что мы молодцы. Вы молодцы, Конечно. безусловно. Вы вообще большие молодцы, и я еще раз хочу об этом сказать, что вы, во-первых, поблагодарить вас за то, что вы подписались на эту на эту авантюру нашу, и совместную работу, естественно, и подчеркнуть еще раз, что именно благодаря профессионалам вашего уровня, стилизации, все-таки мы продолжаем получать действительно качественный контент и качественные визуалы, за что я вас и благодарю от лица всех. Всех. Спасибо, Катюша. Спасибо Мне кажется, у тебе. нас получился достаточно интересный разговор. Пару раз я прям чувствовал, как поднимается энергия. И надеюсь, это приведет к новым вершинам, новым высотам в творчестве каждого из нас. Все, спасибо за этот разговор. Спасибо Спасибо тебе. вам, ребят, спасибо. Интересно. Все. Пока-пока. Все, пока-пока. Пока.